Друзья, всем привет! Мы начинаем Новый год и новые экспедиции. Сегодня у нас первая экспедиция паркетосов в 2022 году под названием «Контрабанда». И вот приехали в первую точку, ждем барыг, которые привезут нам груз, который мы должны будем переправить на польскую сторону. Почему контрабанда экспедиция называется? Потому что мы сейчас движемся вдоль границы на 1939 год. Пытаемся пробиться, чтобы нас никто не заметил, на польскую сторону. Сейчас вот вы видите за мной интересная горочка. Вот сейчас мы будем прогревать здесь свои двигатели, резину. Посмотрим, кто на что может. А вдруг будет погоня погранцов, чтобы мы смогли удрать. У нас сегодня вон в роли контрабандистов французы на дастерах. Вот первый самый француз пошел. Давай, давай, смотри, как идет. О, теперь аккуратно. Ветка, 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 ветка. Да, конечно. Ого-го. Ну, за японцев у нас сегодня в контрабанде машинка есть 90-го года, Nissan Tirana. Сейчас посмотрим. Меня зовут Дима, это Nissan Tirana 90-го года, 2.7 дизель на механике. И что у него там, раздатки, все как надо? Конечно, старая понижайка, все, старая школа, рама, дизель, мост сзади, все по-серьезному. Самоблок к заднему мосту. Я смотрю, даже какая-то колонка у тебя. Ну, это дополнение. Дополнение. Ну да ладно, разборку поднимаешься, пристегивайся раз. Второе, очки убирай, и колонку. Мало ли где, куда, чего снесет. Давай, мы верим в тебя. Школа японская не подведет. Спрут опустил. Ну, первая попытка, да, не получилась. Именно на том, ну, Дастер дальше забрался, пока французы ведут. Пока французы ведут. Ну да. Сейчас получит инструкцию от француза. Француз уже на опыте. Сейчас получил инструкцию. Япония дает жизни. Ну и резина у него не такая цепастая, чтобы можно было заезжать. Ты представляешь, три человеческих силы. Что значит? Да. Ну что, у нас японец спасает японца. Старичок потренировался. Сейчас будем смотреть. Нет, нужна динамка, иначе ты его так не вытащишь. У нас идет спасение японцев. Паркетосы своих не бросают. Это у нас золотое правило. Поэтому сейчас мы здесь найдем способ вытащить японца, а потом еще и дастеры, я думаю, что вообще своим ходом выйдут. Давай потихоньку. Отлично. Все, бампер освободили. Не вытянется. Ко мне, мальчик мой! Япошечка!
Вот это было страшно. Друзья, вы видели, все просто летом, а зимой все непросто. Выпрыгнуть с этого просто маленького карьерчика невозможно. И вот у нас сегодня пришла идея, всегда мы в своих видео делаем такие закладки, закапываем подарочки от GrowthFood. А почему сегодня не закопать два Дастера? Я не знаю, смогут ли они отсюда выехать. До весны точно не смогут, поэтому... Пишите в комментариях, кто хочет найти, где мы спрятали два Дастера, я сброшу координаты. Сейчас вам расскажу, почему у нас экспедиция называется «Контрабанда». Потому что мы сегодня повезем контрабандный груз на ту сторону, на западную сторону Беларуси. У нас сегодня есть вон контрабандный груз, сейчас вот раздам. Подходите, каждый экипаж, дам вам контрабандный груз. Вам нужно это будет довести до нашего обеда, перевести на ту сторону, чтобы у вас никто это не заметил. И самое главное, чтобы вы это не успели сами съесть. Потому что если будет погоня таможенников, ешьте. Это у тебя секрета. Хорошо. Давай следующий, Дима. Диме дадим помощнее, держи. Следующий кто? Каждый экипаж везет один секретный груз. Кто не сдал, ключи от машины. А если не достается ключи замка? Я ключи с собой не брал. Так, кто еще не взял? Так, у всех секретный груз. Сейчас мы выдвигаемся на таможню. Там чуть дальше есть деревня Новое Поле. Там когда-то была усадьба большая. И когда разделили на западную Беларусь, образно говоря, там был погранзастава. И вот мы сейчас двигаемся к этой погранзаставе. Будем лесами, полями ехать, все это увидите. Погнали! Добрались мы в нашей экспедиции уже на таможню. Вот на заднем плане у нас тут усадьба, где в 1939 году была погранзастава. Сейчас у нас здесь все по сценарию. Пройдет обыск, придет пограничник с собакой, попробует найти контрабанду. Я думаю, что ребята хорошо наш секретный груз спрятали, ничего не найдется. Ну что, пойдем глянем. Найдет, не найдет, делаем ставки. Где хозяин? Что тут такое? А? Ладно, фотоаппарат оставляем. Фото-видео. Ну все, одна машина прошла. Давай следующую. Ну вон, можешь эту еще понюхать. Все чистое. Ну еще можешь, пан, посмотреть. Что-то унюхал?
Нету? Живите безбедно, безбедно. Мы погнали дальше. Вот как надо дастеры дрифтят, покажут класс японцам. Ну, что за контрабанда, если мы не поехали сложными путями? Вот сейчас у нас был. Хочешь бродом едь, хочешь мостиком. Тойота подъехала к броду, понюхала водичку, выпрыгнула и поехала уже через мостик. Вы все сами видели. Соответственно, вся колонна, чтобы не утонуть, у нас сегодня действительно лайт-лайт, и это паркетосы. Ни одна машина у нас сегодня не оснащена шноркелем, ни у кого нет лебедок, поэтому решили не рисковать, не тратить время. Ну вот ребята поделятся. Я без лебедочки проехал, Ну, но просто привод отскочил. Ну ты здесь же проезжал на машине? Да, на Kia, на этой проезжал. Она заныривает, там Да. глубина примерно по фару. По фары, образно говоря. да, да. По фары, О, да. так а ты когда шноркель себе поставишь? Я не буду. Не будешь ставить шноркель? Ты хочешь сток? Ну, учитывая, что у тебя дизель, ты можешь ездить. Я на уровне фары. Кирилл, а шноркель на Дастере будет? Будет. Вот наша экспедиция добралась до одной основной точки на берегу реки Ислач. Сейчас приедут проверенные нужные люди с западной стороны. Мы им передадим наш товар, получим вознаграждение. И за это вознаграждение отобедаем. Ну что, мы приехали в нужную точку. Сейчас нужно будет сдать товар, который контрабандный мы перевезли. Все добрались благополучно. Что ты доставил? Товар, Товар. да, Отличный товар. все. Что доставили? Что-то было. Отлично. Отлично. Будем брать. Так. Это мы заберем. Это остается на сувенир. Самый главный контрабандист. Таможенник. Таможенник тоже делает барыши. Подожди. Подожди. Это вот назад передашь на тот берег. На тот берег передашь. Давай следующий, что там доставили. Ого, ого, подожди, стой. Нормально. Так, это возьму, это не возьму. Это на сувениры. О, самый главный мелкий контрабандист. Что ты мне передал? Ого, ого, какой красавчик, молодец. Ну все, товар доставили. Теперь деньги получили, экспедиция удалась. Нам бы еще назад вернуться. Назад еще будут новые приключения. Пока мы сейчас надо подкрепиться с дальней дороги. Паркетос умеет готовить. Ты что, меня снимаешь?
Всем, кто смотрит и подписан на канал Паркитосы, наша традиционная рубрика, когда мы закапываем вкусняшки Грудфуд. Мы продолжаем это делать и в новом году. Рассказываю, что сегодня у нас будет закопана каша гречневая с говядиной, тушеная свинина. Ну, она просто топчик, просто топчик. И плов с говядиной. Тоже все очень вкусно. Погрел, поставил на плиту на природе, поел плотно. Ну, место, где мы это все сейчас сделаем, будет в нашем видео. Вопрос только, куда закопать. Это больше похоже на мусорку, наверное. Да, конечно. А давай-ка мы просто спрячем. Беленьким положим туда. Вот туда поглубже. Вот так вот. Не каждый поймет, что это... Сейчас песочком присыпем. Не каждый поймет, что это закопано. Что-то подумают, мусор какой-нибудь лежит. Ну что, подарочек мы спрятали. Сейчас покажем вам координаты этого места. Где мы это прячем. Где мой любимый Осмонд. Ну вот, теперь будут большие координаты. Координаты вы увидели, поэтому удачи вам в поисках, приятного аппетита. А кто найдет данную закладку Грудфуд, сфотографируйтесь и пришлите нам в Инстаграм. Весь Инстаграм, ссылочки у нас под видео. Всем привет, зовут меня Дима. Вот, езжу на машине Pajero, Mitsubishi Pajero, 4-е поколение, 3.2 дизель. Купил я ее буквально, наверное, месяцев 7 назад. Катаюсь паркитосами уже где-то полгода. Покуда выезжаю не часто, но в принципе в дальнейшем планирую выезжать почаще. Познакомился вообще интересно с паркитосами. Ездила как-то в Липках, когда купил машину только, еще, наверное, стояла совсем такая АТ-шная резина, вот, решил проверить, как она ездит. Я поехал в Липки, и возле экспериментальной трассы на Липках стоял ВАПик, ВАЗов. Вот, я подошел к нему, думаю, дай спрошу, спросил, как можно покататься. Ну вот он скинул координаты паркитосов, координаты барсуков еще. Вот. Ну и с тех пор уже езжу с этой дружной компанией. Друзья, после сытного обеда поехали в заснеженный лес. Ну и как всегда у нас приключения. Ну, пилы мы такой не брали точно. Рук не хватает, чтобы это все дело охватить. Та у нас такая любительская бензопила, мы точно это дело не возьмем. Но паркитосы никогда не едут обратно, не разворачиваются. Мы сейчас сделаем объездку и проедем дальше. Так что с этого будет, смотрим. Ну, вы видели, как Toyota долго ехал и как перелетают быстро дастеры. Понятно, по натоптанному, где ехала Toyota, что ж тут уже ехать. Вот. Там что значит опыт. Отключать, там просто газ плаз. Ну, потому что механика. Следующий дастер у нас берет преграду. Ну, правильно, Toyota вытоптала все дорожки и спокойненько все едет. Ну что, один японец и два француза уже переехали, переправились. Механика, конечно, у дастера рулит. Ну что, смотрим, как это дело делает японец. Премиальная Toyota.
Да, премиальная Toyota. Пошла тихонечко. Главное сейчас там на поворотике, чтобы вышла. Тоже отлично все сделалось. Молодец, Lexus. Ну, старички японцы. Ну, это ж рамник. Видишь? Ну, резинка, конечно, не важнецкая, но смогет же, наверное. Запрыгнул. А, новый Дастер как может. На автомате. А, ну, кстати, да, интересно, как он заехал тоже так легко. Значит, хорошо работает автомат вместе с таким двигателем. Тем более двигатель 1.3 турбо или турбодизель. Бензинчик еще с таким маленьким объемом. 150 лошадей в 1.3. Французы перебрались. Опа! Ну, у рамника всегда радиус был больше. Никуда от этого не денешься. Зато на других оффроуд точках веселее едется. Ну что, Mitsubishi вообще уже вытоптали здесь всю дорогу. Теперь тут и местным будет хорошо. Не то что квадрики, тут на любой телеге уже проедешь. Как метет у нас снежок. Ну, считай, выехал. Ну, вы видели все, как мы перебрались. Сплоченная команда. Где кто, каждый стоял на своем участке, регулировал, говорил: давай, 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 вперед, вперед, вперед. Ну, Toyota, как всегда, не хватило немножко Toyota лошадиных сил, но ребята не бросили меня в беде и помогли. Движемся дальше. Всем привет, меня зовут Роман, владелец Renault Duster 2 2021 года, 1.3 турбо бензин. До этого была BMW 5 серии E60, 10 лет. Значит, выбор пал следующим образом. Ездил вместе с паркетосами в декабре месяце и удивился от прохождения данных автомобилей. После этого через 2 недели приобрел свой. Впечатления прекрасные. Первые внедорожные круизы совершал в городе, бордюры, все, что было заснежено, все бралось. Затем сделал свое мини-путешествие с братом буквально на 2 часа. Леса, поля, в основном поля и речка. Тоже все, был доволен. Везде машина прошла, нигде не сели. Вот сегодня с паркетосами официальный выезд. Также все уверенно, все без проблем проезжается. Доволен? Комфорт, что автомат, да? Да, автомат. Ну, это же комфортно по лесу, вот, допустим, ехать на автомате. Лично мне да, то есть, но в любом случае механику не рассматривал, не сильно ее люблю, скажем так. Комплектация максимальная, на автомате выбор, скажем так, состоит этой машины из 2 комплектаций, чуть попроще и чуть по наворотистей. Сколько, если не секрет, обошлось? Обошлось все 23 в долларах. Из допов, то, что было приобретено в салоне, зимняя резина, комплект, то, что здесь была всесезонная, защита арок и защита днища от соли и прочих дорожных неприятностей.
Lexus поехал аккуратненько. Ну, Lexus по мощи побольше, все-таки там двигатель 3.5. Ого, мы проломили тут речушку. Да, речушка размерзлась, сломали лед. Летом она была пересохшая, спокойно проезжали. Сейчас выпрыгнет. Смотрите, как легко выпрыгивает сейчас Lexus. Рывок! Пошел. Ну что, японец тянет старого японца. И все, прыжок. И на свободе. Ну что, самый новый Duster, только с салона. Еще номера не поставлены. Сейчас будем объезжать. Надеюсь, что он действительно француз легкий и никуда не провалится. Отходи, пускай лучше проедет быстрее. Ну, Никита на своем Дастере с АТшной резиной. Тоже легкий. Лед даже не хрустнул после первого Дастера. А вот что будет после этого Дастера, мы не знаем. Здесь, походу, больше перемерзло, а здесь было размерзшее. Поэтому и мы сильно так поломали. Ну что, наш пафик. Он тяжелый, зараза. Проезжает вроде отлично. Вот и все. Паркетосы, которые провинились, плохо ехали, бегут спереди теперь на лыжах. Стоять! Ну, доехали мы до нашего самого большого брода. Все стоят, решают. Решили проверить глубину. Вон два наших отважных водолаза-подводника пошло проверять. Ну и все, ну, даже по колено нет.
было эпичное видео, когда даже Toyota RAV4 со своим низким заборником смогла проверить. Вон ребята говорят, проверь, может фильтр чего это. Все сухо. Фильтр сухой. Опыт и Банки тоже паркетосная отвага. Могу уже Даже теперь всем намека на сказать, воду что нет. даже поехали паркетосы и спокойненько победили данный бродик. Паркетосы находят людей для своих вместе покатушек. Просто едут по лесу, встречают ребят на шашлыках, говорят, айда с нами. И ребята уже просто готовы. Говорят, сейчас мясо доедаем и едем. Покушали, готово. Класс. Поэтому рады были с вами познакомиться. Вот волшебные наклейки, клеишь наклейку, парковки бесплатные, проезды везде бесплатные, никто не трогает, все уважают, появляется куча друзей, нас сообщество очень большое, поэтому Спасибо. давайте Спасибо. этого англичанина к нам. Вкусно пахнет всегда. Спасибо. Заходите, подписывайтесь. Спасибо. Сегодня на Ислаче мы смогли объехать и проехать через все броды. Да, проломились через лед, да, была глубокая вода, но мы все это вместе смогли сделать. Поэтому я думаю, что это видео заслуживает много комментариев. Пишите нас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм. В Инстаграме, конечно, еще больше материала с какими-то комментариями. Поэтому мы не прощаемся с вами, мы говорим вам до новых встреч.